Всем привет, добро пожаловать на наш канал. Если вы тут первый раз, меня зовут Владимир, мы делаем обзоры на разные мотоциклы, в основном это японские мотоциклы, и сегодня у нас на обзоре мотоцикл Honda VTR 250 2006 года выпуска. Но прежде чем мы перейдем к обзору непосредственно, я хочу поблагодарить вас за ваши комментарии и отклики на все видео. Я внимательно их читаю, изучаю и стараюсь каждый раз, делая обзор, делать его чуточку лучше. Буду очень благодарен вашим комментариям на это видео. Если оно вам понравится, ставьте лайк, не понравится, ставьте дизлайк. И также подписывайтесь на канал. Погнали! Пару технических моментов. Данная модель выпускалась в двух кузовах. То есть шел выпуск с 88 по 90 год. Ну, там он выглядит не очень примечательно. Я сейчас картинку вам на экран добавлю куда-нибудь сюда. И следующий кузов, так скажем, это уже наш привычный Honda VTR 250. И у него тоже было несколько изменений. Но у нас, так скажем, средних годов переходных мотоцикл Honda VTR 250. Отличаются они приборками. Вначале шла приборка со спидометром и лампочками, потом со спидометром и тахометром. И в 2009 году уже шла непосредственно приборка с Honda CB400 VTEC. А больше всего, что мне нравится в этом мотоцикле, вот что вот реально отличает его от других мотоциклов, то что вот эта задняя часть, она снимается вместе, сидушка вместе с пластиком. Вот, собственно, так. То есть, грубо говоря, за 10-20 секунд нашего времени мы снимаем вот он целиком, пластик и сидушка. То есть остается голая рама. Как бы, ну, конечно, есть плюсы у этой системы, есть и минусы. Плюсы в том, что вы, по сути, сняли, как бы, ну, в ваших руках находится, так скажем, задняя часть визуальная мотоцикла. То есть вот эти детальки, они легко меняются, если что случится, их легко покрасить, как бы, ну, отремонтировать. Но минусы, на самом деле, в том, что очень тяжело сделать кофр под задний бардачок. Сделать крепление под кофр заднего бардачка, но это уже решение к нам пришло с Японии также. С Японии пришел вот такой, я не знаю, сделан это он искусственно был, то есть сделан был он на заводе или он сделан был вручную, но в общем возможность установить бардачок на этот мотоцикл, она технически есть с помощью вот такого, скажем, девайса. Я сейчас выведу на экран фотку, как он был, собственно, непосредственно в Японии укомплектован. Ну, непосредственно про сам мотоцикл. Это двухцилиндровый V-образный мотор. Мощность данного мотора составляет 32 лошади. То есть, по факту, для такого легкого мотоцикла, двухцилиндрового, это очень-очень даже кстати. Переходим к посадке. Касательно посадки. Тут у нас идет стандартная прямая посадка, как на всех дорожных мотоциклах. Honda Hornet 250, Honda CB400 очень похожие. То есть я сижу ровно, никакого дискомфорта при моем весе, моих габаритах 100 килограмм и 187 сантиметров я не испытываю. То есть спокойно дотягиваешься до всех приборов. То есть, ну... Мотоцикл очень-очень удобный. Ну, для второго пассажира, понятное дело, тут будет не особо мягкая сидушка, особо не разгуляешься, но в целом мотоцикл очень-очень приятный касательно посадки. То есть посадка ровная, можно ехать и на дальняк, и по городу. Касательно двигателя, это идет V-образный мотор, а насколько мы знаем, все V-образные моторы, они очень хорошо тянут снизу и на средних оборотах. То есть нет необходимости крутить данный мотоцикл. Вот мы недавно снимали обзор, вот здесь можете посмотреть на Suzuki SV 650, и там точно такой же мотор, только от другой фирмы Suzuki, но объем чуть побольше. Такая же история, то есть нет необходимости крутить мотор. Но здесь 250-ка. Но мотоциклы легче, то есть едут мотоциклы примерно одинаково, то есть SV400 и VTR 250. Также меня просили сказать пару слов о ценообразовании, поэтому, начиная с этого видео, я буду в каждое видео на продажный мотоцикл говорить о его продажной цене. То есть данный VTR 250 на конец 2020 года будет выставляться за 170 тысяч рублей, плюс-минус 10 тысяч рублей, в зависимости от колебаний валютного курса. Кто-то скажет, что это дорого, кто-то скажет, что это дешево, но я сейчас вам немножко приведу пример. То есть 170 тысяч рублей это 2000 с копейками долларов, ну, может быть, 2300, 2400. Буквально несколько лет назад, это было несколько лет назад, возможно, там 4 года назад, когда курс доллара был 30 рублей, эта сумма была эквивалентом 68-65 тысяч рублей. То есть, по факту, если мы переносимся в прошлое, ну, вдруг так получается, да, и данный мотоцикл нам обходится 65 тысяч рублей без пробега по России, с учетом того, что еще идет добавленная стоимость на СБКТС. Раньше их не было, они с 2015 года ввелись. Вот, поэтому, ребят, 170 тысяч рублей, как бы с учетом того, что курс доллара сейчас почти 80 рублей, это очень-очень хорошая цена за мотоцикл подобного года, потому что пошлина на них, соответственно, идет дороже. То есть такой же VTR 99-2000 года будет стоить на несколько сотен долларов дешевле. Давайте скорее его заведем, прокатимся, опишем свои ощущения. На колесо я, понятно, не смогу его поднять, то есть это 250-ка, несмотря на его вес, как бы, но прокатиться на нем получится. Первая, вторая, третья, полетели!
Ребят, конечно, вот 250 кубов. 250 кубов, представьте только, 250 кубов дорожник и едет вот таким, собственно, наглым образом, как полноценный 400 кубов, 400, как CB 400, как XR 400. Ну, мотоцикл очень-очень бодрый, да? Есть такая дисциплина, называется джимхана, может быть, слышал кто об этом? Там люди катаются вот на таких подобных мотоциклах, на вэшках как бы катаются, заваливают под большим углом, максимально быстро ускоряется, скорость не больше 40 км в час. Так вот, на этих джимханах как раз-таки ВТР-ки пользуются огромной популярностью за счет их маленького веса, действительно небольшой вес и очень большая тяга на низах. Ставится здоровенная звезда, некоторые еще улучшения как бы и погнали. То есть, ребят, в двух словах, мотоцикл 2006 года выпуска стоит 2000 с копейками долларов в настоящий момент. Касательно посадки у нас идет ровная, как на CB 400. Вот. Можно ездить легко с пассажиром. Также у нас есть крепеж багажника, то есть мы будем выставлять мотоцикл без этого крепежа, но если вдруг кому нужен будет крепеж, то пишите, там разберемся, потому что нам он не нужен совершенно. Я надеюсь, что я немного раскрыл подобную модель. У нас еще два подобных мотоцикла, немножко других годов. Мы будем их сравнивать между собой. Возможно, сделаем обзор непосредственно 3 мотоциклов. То есть подписывайтесь на наш канал. Сделаем обязательно обзор и других ВТР 2009 года и 2000 года выпуска. То есть, по сути, сравним эти 3 модели. Также я добавляю ссылочку вот в правый угол. Посмотрите, там будет технический обзор этого мотоцикла. Мы просто вокруг него гуляем, там показываем его техническое состояние. Если у кого остались какие вопросы, пишите в комментариях, я всегда рад обратной связи. Если видео вам не понравилось, ставьте дизлайк, подписывайтесь на канал. В стандартном нашем режиме мы выкладываем по несколько обзоров в неделю. До новых встреч!